Слезы на глазах человека, который сидел в Мюнхене в комнате с Living Voice на топовом Kondo Audionote. Трясущийся человек от шока воспроизведения музыки Малера. Ползают по ковру на коленях и пытаются выставить углы акустических систем в помещении. Человек, который владеет огромными бизнесами, ползает в пыли на коленях, перетыкая кабели. Таких историй, друзья, я могу рассказать вам сотни. Это все касается музыки. И если говорить о воспроизведении музыки, high-end аудио. Сегодня мы про это поговорим. Друзья, привет, с вами Фавионыч. Нажал кнопку, все-таки решился. Друзья, сегодня поговорим об весьма необычном деле, которым я занимаюсь практически всю свою сознательную жизнь, но о котором практически ничего не известно. И даже Википедия пишет, что это маркетинговое понятие. А поговорим сегодня о туманном термине хай-энда. К сожалению, современные интерпретаторы перевели это понятие, которое возродилось в Америке в прошлом веке, в середине прошлого века, в Америке, и которое означало действительно высокую верность звука, не такая, как хай-фай, но говорила о беспредельных возможностях. Есть многочисленное количество книг, в том числе основная книга Харви, про термин хай-энда, но мы сейчас не будем про это говорить. Я попробую простым языком, приведя какие-то примеры из жизни моего путешествия в мир хай-энда, ну и заодно попробуем развеять некоторые мифы, созданные намеренно, действительно менеджерами, создано намеренно людьми, которые не могут проникнуть в это поле по своим причинам, да, ну и так называемые хейтеры, их называют хай-энда. И поговорим о действительно научной основе хай-энда, которой, к сожалению, очень мало кто занимается. И большинство людей, в том числе люди, которые писали эту Википедию, они говорят о том, что Это невозможно измерить, это не научно. Почему это они говорят, друзья? Потому что в качестве инструментов измерения они используют абсолютно допотопные инструменты. Это равносильно взять вольтметром, померить какую-нибудь там, не знаю, глубину океана. Или с помощью термометра попробовать измерить настроение человека. Вот примерно то же самое они пытаются сделать. У них, у этих людей до сих пор какие-то круглые шарики бегают внутри кабелей. У них, я имею в виду вот их хейтеров хай-энда, у них до сих пор цифры имеют значение, потому что сами цифры, они не знают, что такое цифра, да. Когда их спрашиваешь, покажите мне эту цифру в этом ЦАПе, где она, покажите, где она выходит, где входит, дайте мне посмотреть эту цифру. Они делают круглые глаза и начинают цитировать учебники, не знаю, начальных классов по информатике. Это, конечно, очень печально, друзья. Почему? Потому что если люди не знакомы с термином цифрового глаза, если они не понимают, что такое электромагнетизм, электрические сигналы, что такое магнитное поле, электрическое поле, что вообще такое мир, из которого все состоит. Если человек никогда не смотрел на приборы, осциллограф, если никогда не видел изображение тех же самых электронов, да, что это такое, что это поля, что это структуры, которые мгновенно пропадают, мгновенно возникают, они появляются из ниоткуда. И наиболее точным описанием всего этого мира является, конечно, квантовая теория. Хотя некоторые считают, что это тоже далеко от совершенства, но мы не будем в нее погружаться. Тем не менее, я хочу, чтобы вы услышали несколько историй, которые вам постараюсь вкратце рассказать.
Представьте себе человека опытного, который занимается звукотехникой много лет, очень много лет, который создал уже несколько сотен систем работоспособных, которые копируют и создают системы подобия музыкальных инструментов, действительно копируют. А как это определить? Определить достаточно просто. Если вы не знакомы с хорошими системами, попадаете на выставку, например, Мюнхен, или попадаете на выставку в Милане, в Японии, в Китае, вы присядете, вам включат музыку, вы можете закрыть глаза, если вы неопытный человек, и через некоторое время, когда успокоите свой ум, закройте свои окна, глаза, лишние всякие действия, сложите свои руки, перестанете двигаться. Дергаться, да, как некоторые дергаются, хаинщики, так называемые, да. Как они могут услышать, если они не могут даже свое тело успокоить для того, чтобы погрузиться в восприятие музыки? Так вот, друзья, через несколько времени у всех по-разному это возникает. У опытных людей это занимает несколько секунд. У людей, которые начинают свое путешествие, занимает несколько суток, дней, недель, лет, чтобы прочувствовать дыхание вообще музыки. Разумеется, те, кто посещает живые концерты и которые интересуются этим термином, тоже опытные люди. Так вот, друзья, этот человек, закрывая глаза, обнаруживает очень интересный аспект, что оказывается... Информации, как они говорят, да, эти мнимые хаенщики. Или они слышат гораздо больше, гораздо интереснее и более эмоционально, чем то, что они видят, например, в кинотеатре хорошего качества. Хотя там идет и картинка, они смотрят на картинку, сопровождаемую звуком, эффекты всевозможные. Но при этом здесь, если они знают живого исполнителя, если они слышат это через хай-энд-систему, они обнаруживают некоторые аспекты, которые даже при живом концерте достаточно сложно обнаружить. Вы скажете, Но это же невозможно услышать то, чего нету на живом концерте. да, действительно это так, это абсолютно реально. Системы уровня high-end как раз дают вам возможность переместиться во времени. И некоторые создатели high-end систем об этом говорят открыто. Что это реально построенные же машины времени. Так вот, друзья, я хочу вам привести пример такого человека, который сталкивался с новыми какими-то компонентами систем, применить правила Анохина функциональных систем к high-end-системам отчасти можно, потому что все-таки основой является цель, а цель – это воспроизведение музыкального полотна. Или музыкальная голограмма, как я ее называю. Отсюда термины голографическая звука, отсюда термины больше похожи на описание каких-то картин, на какие-то тактильные ощущения. Эти термины не случайно взяты оттуда хаенщиками, потому что по-другому описать то, что происходит с кожей человека, с его ощущениями, достаточно сложно. Но, друзья, я уже говорил, что измерить это все можно. Есть замечательный метод энцелограммы. Ну, как бы, вы знаете о чем, да? На голову ставятся такие штуки, датчики, которые измеряют электромагнитные поля, которые находятся, ну, как бы под скальпом человека или в голове человека. Нервные импульсы. Вы знаете, что человек это тоже сгусток энергии, который постоянно вибрирует на разных частотах. И вот эти все волны, которых вы можете прочитать, альфа, бета, дельта, тета, это все реальности. Кстати, они пересекаются с частотами хороших систем. Вы можете обнаружить, что те же самые 10 Гц в топовых системах, они реально воспроизводятся. Хотя тут налетят хай-файщики, скажут, Что человека уху не слышит. ну, к сожалению, мне жалко таких людей, если они не понимают, что человек может воспринимать не только ушами частоты. Ну, давайте не будем погружаться. Так вот, друзья, Электроэнцелограмма позволяет вам... нам, точнее ученым, которые занимаются в том числе изучением сна, изучением болезней, обнаружить, как человек реагирует на определенные зрительные, звуковые и прочие образы. А мы здесь говорим об образных уровнях искусства, да, как и фотография. High-end – это
язык образов. Вы знаете, что во время вот этого сна, где человеческий мозг начинает уже работать, обрабатывать информацию, а не отдыхать от дня, возникают очень мощные такие интересные паттерны этих волн. И на этом основании было открыто, что человеческий мозг работает, хотя вроде как бы человек спит. Примерно то же самое можно было измерить, если надеть все это на голову человека, который слушает музыку, и сравнить, например, с тем, он слышит, когда на концерте на живом. Я уверен, что такие опыты проводились, если вы знаете, наверняка это есть. Но по своему опыту могу сказать, что зачастую это не только мое мнение. Я наблюдал за людьми, которые далеки от мира хай-энда, но которые прониклись этим, и их глаза говорили о том, что они не понимают, как такое может быть. Сотни и тысячи раз я слышал слова людей, которые посещали реально, часто очень, австрийскую оперу, например, да, то же самое, или какие-то грандиозные концерты. И после этого, когда им воспроизводилась хорошая запись, знакомая им вживая, они делали округлые глаза и спрашивали, как такое возможно. И у меня есть целая коллекция, скажем так, воспоминаний этих людей, что они говорят впервые, да, когда это с ними происходит. В основном это бессвязная речь, абсолютно бессвязная, какие-то возгласы, но поскольку мы, люди, так читаем друг друга, да, и можем визуально считать состояние человека, что он испытывает, а испытывает он, конечно, шок. Испытывает он возбуждение, испытывает он радость, испытывает он недоумение, вопросы. У всех это по-разному вызывается, но то, что это явление существует, оно регистрируется вами как человеком, да, это не значит, что приборы врут. Просто приборы непригодны для измерения некоторых аспектов нашего мира. Каждый прибор, так же как органы зрения, слуха, они имеют очень узкий диапазон. И, например, если вы пытаетесь вольтметром измерить качество хай-энда, подключая, измеряя сопротивление динамиков или кабелей, то мне вас очень жаль, друзья, потому что вы не понимаете, что такое спектры. Вы не знакомы с электромагнетизмом, вы не знаете, что такое динамическое сопротивление, не знаете, как простые вот эти ЛЦР-цепочки связаны с нагрузкой, коэффициент демпфирования и прочие, все эти параметры, которые нужны при проектировании, они становятся практически бесполезными, если мы включаем систему. Есть замечательный анекдот по этому поводу, друзья, чтобы понять, как работают вообще системы. Живые системы, и в том числе хай-энд системы, которые состоят из множества элементов, друзья. В Википедии пишут, что они там в хай-энд системы из самых лучших материалов. Нет, друзья, это не так на самом деле. Так вот, анекдот следующий. По-моему, даже это в каком-то фильме было, я не помню. Но смысл в том, что едет человек в поезде или встречается с кем-то, я уже не помню точно, как он читается, этот анекдот, я не умею их рассказывать, но он спрашивает, где ты работаешь? Да, вот я машины чиню, сколько зарабатываешь? Ну, вот у меня там $1000 в месяц, или в неделю. А ты где работаешь? А я хирургом. А сколько зарабатываешь? $100 000 в месяц. Он такой, как же так? Мы же делаем практически одинаковые вещи, а ты зарабатываешь в несколько раз, десятков раз больше. Мы же все то же самое делаем, разбираем. Я разбираю двигатель, и ты разбираешь двигатель, собираешь. На что человек говорит, давай, в принципе, я к тебе приеду, покажу тебе. Как это все? Почему моя работа столько стоит денег? Он приезжает к нему, заходит в гараж, тот говорит, давай показывай, как ты можешь. Он начинает что-то разбирать, двигать. Ты забыл одну главную вещь сделать. Ты двигатель заведи, а потом этим занимайся. Примерно так анекдот в моем исполнении выглядит. Вот в чем разница, друзья, хирурга и человека, который занимается ремонтом машин.
Но хороший мастер моторов, друзья, у меня есть такой знакомый, который по звуку определяет неисправность. То же самое хороший диагност по состоянию, по внешнему виду человека, даже по дыханию, по его звуку, может определить его неисправность или проблемы в организме. Точно так же серьезный человек, который занимается конструированием high-end систем, сразу же, зайдя в помещение, может своим фильтром восприятия определить, отделить недостатки помещения от недостатки акустики, от недостатки питания системы, от недостатки кабельной продукции, фильтров, кроссоверов, ЦАПов. Сразу может обнаружить слабое звено. Так вот, друзья, весь high-end построен на том, чтобы удалять слабые звенья. Именно удалять, друзья, не модифицировать. Ошибка людей, которые далеки от хай-энда, пытаться что-то исправить и пытаться что-то модифицировать, просто не выбросив слабое звено. Слабые звенья удалять нужно. Тогда мы придем к пониманию того, что не так много компонентов, которые могут вместе сочетаться. В хай-фай это достаточно прозаично, поскольку в основном эти системы ориентируются на людей, которые не то, что они любят музыку или не любят, да, понятно, что все мы любим музыку, но почему-то менеджеры решили разделить и наложить какую-то печать стоимости дорогих материалов, запудрить нам мозги тем, что хай-энд не имеет отношения изначально к самой сути музыки, а почему-то она должна измеряться деньгами, измеряться весом аппаратуры, измеряться стоимостью конденсаторов там, того же самого Конда, да, там, или там какими-то необычными элементами, которые очень редкие. То есть именно в этих вот частях измерять качество. Это не так. Параллельно, исходя из того, что они сделали, эти менеджеры, появилось множество компаний, известных компаний, которые выпускают муляжи хай-энда. Тяжелые, очень мощные аппараты, огромные колонки с большими динамиками, которыми не являются вообще хай-энда в принципе. Это просто муляжи. Я не буду перечислять этих производителей. Со временем, когда вы поймете и будете интересоваться, вы их легко обнаружите. Их можно легко обнаружить даже в этих выставках, о которых я говорил. Но, друзья, остаются энтузиасты. К сожалению, их все меньше и меньше, многие уходят, которые увлечены музыкой настолько, насколько они действительно ее любят. И, кстати, многие музыканты изначально, конечно, тоже являются поклонниками хай-энда и на своих концертах, в своих звуколабораториях не случайно используют компоненты этих производителей. Не из-за того, что у них много денег они хотят. Они понимают точно так же, что испортить свое звучание или неправильно записав, они не дадут возможности почувствовать суть музыки. А музыка, конечно, это вибрация, друзья. Вибрация, о которой говорил Тесла. Так вот, друзья, возвращаясь к туману хай-энда. Если вы еще не выключили мой подкаст, я вам говорил, что человек вставил новые кабели в систему. И здесь я услышал недавно на одном известном канале, который занимается пропагандой хай-фая и хай-энда, что... Причем этот человек на полном глазу говорит о том, что нужна определенная стоимость компонентов, чтобы почувствовать влияние кабелей. Сколько раз я это слышал, друзья, и сразу же понимаю, что человек очень далек от восприятия влияния кабелей. Он никогда серьезно не интересовался этим влиянием и не ставил эксперименты. Со своей стороны скажу так. Если действительно компонент системы является хай-энд уровня, то в любом тракте его влияние обнаруживается любым человеком. Если человек интересуется музыкой, одно условие. Если человек интересуется только каким-то сравнением, запомните, друзья, он никогда не будет ценить. Для него двери хай-энда закрыты. Предыдущий стрим, который, я надеюсь, вы посмотрели, вот так и называется «Вороний стрим» или «Тот, кто сравнивает, не ценит». Это не мои слова, это слова великих древних людей. Так вот, друзья,
Люди, которые пытаются вам внушить, что высококачественный кабель сетевой или высококачественный акустический кабель слышно будет только в самых дорогих системах, Нам с вами не по пути, друзья. у меня есть множество друзей, до сих пор с которыми я поддерживаю отношения, которые начинали свой путь хай-энда с тем, что Фавионыч просто выдал им 2 кусочка очень-очень среднего уровня акустического кабеля к их музыкальным центрам, которые стоили там $100-200. И после этого путешествие в хай-энд сразу началось. Поэтому я ставлю эксперименты только на живых людях. Тех людях, которые интересуются музыкой. Для тех людей, которые случайно забрели или пытаются, скажем так, тестером измерить глубину океана, Нам с вами не по пути. ну а для всех остальных, конечно, я открыт к, хотел сказать, дебатам, нет, к путешествию. Если вы готовы отправиться в это путешествие, то можете пересмотреть мой стрим, который я вновь открыл, кабели. Он легко находится по запросу хай-фая, хай-энда. Его смотрят практически во всех странах мира. Странно, что 1% только людей с русскоязычных интересуется. Я на эмоциональном таком ключе записал этот стрим несколько лет назад. Ну и до сих пор он просматривается, и он практически в топе по моим роликам. Так вот. Что же такое за туман хай-энда? И почему я привел человека в пример, который поставил новый кабель. Так было со мной, друзья, когда, уже имея опыт многочисленных построений систем с разными производителями кабельной продукции. Я тогда работал и с Аудионотом, и с Ятором, Фавелла, и имел отношение, конечно, к кондовским кабелям Аудионот. Уже практически вся линейка Black Rhodium была мною любима горячо. Ну и всевозможных огромное количество массовых производителей. Это и Straightwire со Стивеном Хиллом, это и Audio Quest, и Quet, английский производитель, Siltec, Crystal. Ну, список огромный. Но в один прекрасный момент я пришел с выходного, и в салоне стояла система с новым красивым белым кабелем. Я никогда не погружаюсь, я стараюсь какие-то новые, когда открытие происходит, сам со стороны посмотреть на мое восприятие. Система высокого уровня, американские Magico были, нормальные, хорошие компоненты ламповые, большие усилители американские. Ну и когда это все включили, я, честно говоря, сразу поймал себя на мысли, что я услышал что-то совершенно невероятно новое. Но не новое в звучании Magico, не новое в звучании в легендарных усилителях американских ламповых, а именно то, что система открыла то, что в принципе и называется открытием вот этого третьего глаза для хай-эндщика. И первый вопрос, который я задал людям, которые уже собрали эту систему без меня, я посмотрел на эти кабели и сказал, что это или очень дешевое что-то, что очень вряд ли. или это чрезвычайно дорогое, но не в стоимости в рублях, а именно технологически. И каково же мое было изумление, когда я через некоторое время, я не стал бросаться искать, что это производитель, что это за кабели. Я просто слушал. Через какое-то время я понял реально то, что это совершенно отличается от того, что было со мной в обычном восприятии. И я вспомнил, когда это было, такое же примерно. Когда это было с топовыми кабелями с E-серии от Аудионота, которые состоят тоже из длинных кристаллов серебра. Ну, а тот эксперимент, который мне показали, это был кабель от компании Atlas, который не блещет каким-то высоким уровнем производства high-end кабелей, но, тем не менее, в линейке имеет один шедевр, который сделан по технологии ONO Continuous Cast. Сокращенно, большинство людей хай-файщиков знает, и сейчас практически все производители пытаются засунуть это имя на свой шилд, на свою поверхность. OCC так называемый, да. Это сокращение от одного из великих авторов хай-энд
технологий, человека, который научил мир выращивать длинные кристаллы. Кристаллы действительно большой длины, это не миллиметровые кристаллы, это кристаллы, которые могут иметь длину практически полностью от начала кабеля до конца. Медленным остыванием производится вращение такого кабеля. То есть практически мы получаем одну такую ЛРЦ цепочку, единственный кристалл от начала до конца. Он Continuous Cast. Поэтому, друзья, все, что происходило, было неким таким энергетическим облаком туманным, да, которое позволило испариться кабелю из системы. И, как говорит один из производителей, AudioQuest, лучший кабель – это отсутствие кабеля. в современном мире, к счастью, уже есть технологии, которые используют электромагнетизм и позволяют использовать в качестве проводника сверхпроводящую структуру. А зачем он Continuous Cast? Затем, чтобы обычным способом 40 лет назад попробовать сделать кабель невидимым или сделать его сверхпроводящим. Во всяком случае, в звуковой частоте. Понятно, что это было утопией, но сейчас это уже не утопия. Существует графен, существуют кабели замечательной компании Fidelity американской, которая использует в качестве проводника жидкости, ферромагнитной жидкости. Я такие кабели тоже слышал. Особое абсолютно восприятие. В конце концов, существует технология оптической передачи данных в акустических и межблочных кабелях. Я о нем рассказывал. Но все это, скажем так, для вас, может быть, будет сложным или, может быть, для кого-то станет интересным. Но, к сожалению, друзья, туман хай-энда подпитывается даже не тем, что существует огромное количество обилия технологий. Потому что мир хай-энда – это мир творчества, друзья. Когда-то давно мне попал в руки такой комплект от японской компании 47 Labs, такой кубик керамический, ЦАП, и транспорт на базе CDM9 Pro, тоже на керамической подставке. Причем этот CD-проигрыватель был открытого типа, он сам был размером меньше, чем компакт-диск по ширине. Сверху закрывался прижимным таким роликом и считывал. Но самое интересное было даже не в транспорте, а самое интересное это в ЦАПе. И звук компактного ЦАПа стоимостью $1000 был настолько интересный и увлекательный. И на тот момент у меня уже был опыт работы с первыми CD-проигрывателями Philips. И мне очень понравилось это. Я решил открыть, посмотреть, что там внутри. Когда я открыл, мои друзья сказали: друзья, это сделали какие-то школьники на уроках труда. Выглядело это действительно так. ЦАП состоял из одной микросхемы 43 Philips, не самой лучшей, но хорошей, с практически 2-3 элементами навешенными, без платы. И 2 кабеля, которые припаяны, знаете, так, кривыми руками. При этом действительно все это звучало очень круто. Почему, друзья, это происходит? Ну, потому что, во-первых, микросхема была отобрана, понятно, что компоненты тоже подобраны на слух, ну и в результате это все играло. Так вот, я к чему это говорю, друзья? Затуманенный мозг вот этими менеджерами привел к тому, что они измеряют это все в ценовых каких-то категориях. Они измеряют это просто в дорогих материалах, но они не понимают, что мир хай-энда – это мир вибраций музыки, это мир чувств, мир восприятия и способа восприятия измененного с помощью музыки. Вот почему этот мир недоступен всем. Потому что люди сторонние, которые привыкли что-то руками трогать больше или смотреть картинки высокой четкости, их восприятие очень сильно смещено. Это не значит, что эти люди не могут проникнуться хай-эндом. Да, конечно, могут. Но для этого им нужно пройти через очень серьезные врата. И врата эти я всегда своим методом действовал. Я проводил их следующим образом. Не через объяснение каких-то книжек, не через демонстрацию каких-то там просто дорогих систем и показывать как там. Я должен был выбить из-под них стул, табуретку, чтобы они упали очень больно. Для того, чтобы это произошло, я всегда действовал очень простым методом. Я заставлял их усомниться вообще, что такое возможно. И для этого, конечно же, я интересовался всегда их любимыми исполнителями, любимой музыкой,
что они вообще, что им нравится. Ну и в конечном итоге, когда я понимал, находил то самое интересное, жемчужное, с чего началось их прошествие во музыку, что они очень любят, я обрушивал на них какую-то очень крайне необычную систему воспроизведения этой музыки. Если человек всегда слушал транзисторы на трехполосной акустике, это могла быть какая-нибудь рупорная система с лампами. Это могла быть какая-нибудь компактная система на базе транспорта и просто наушников с специальными ЦАПами и усилителями. Это могло быть просто элементарная какая-то знакомая система, но которая состояла из совершенно невероятного качества межблочных акустических кабелей, превосходящие по стоимости кратно. То есть вот такими методами, в принципе, можно показать человеку, что мир хай-энда существует в любом уровне абсолютно. Я думаю, что на сегодня, наверное, это много для вас. Сегодня пятница. Я все-таки надеюсь, что те, кто ищут что-то в хай-энде, непременно найдут. Но те, кто не ищет, а пытается что-то доказать и сравнить, никогда не найдут хай-энд. С вами был Фавионыч. Напишите в комментариях и постарайтесь, может быть, кому-то отослать ссылку на это видео для тех людей, которые действительно не нашли еще себя в хай-энде и в музыке. Спасибо, до свидания.